Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. У нас в гостях новый, свежий, практически не битый, не крашеный американский линкор USS New Hampshire в игре Modern Warships. Этот, друзья, корабль разработчики ввели в честь своей годовщины, юбилея. 2 года исполняется игре как раз сегодня, 13 мая. И ограниченное время с 11 по 21 корабль будет доступен в продаже в игровом магазине за реальные деньги. Рубли, доллары, евро, не знаю, баты, драхмы, там, песеты. Нет, за песеты уже вряд ли, конечно. В общем, можно его купить, и купить можно со скидкой, но есть определенная проблема для игроков из России и, наверное, Беларуси. Ну, вы сами все понимаете, потом в конце боя уточню, расскажу. Чем интересен корабль, какие плюсы и минусы, сейчас с вами посмотрим, прогуляем и посмотрим на то, насколько он хорош или, может быть, не хорош. Скачать эту игру Modern Warships можно по ссылке в описании. Лучшая игрушка про современный флот для мобильных устройств. Поехали! Сам по себе корабль является классическим линкором. Вот как вы любите, медленный, толстый, с хорошими пушками, с ракетами. В общем, все в наличии, очень неплохое ПВО здесь. Давайте перечислю, что есть. 2 слота, здесь стояли свармеры 139, 2 пушки 305 мм рельсотроны, которые стреляют хорошо, далеко, но с очень хорошей баллистикой. И, в общем-то, наверное, лучшие пушки у линкоров на своем уровне. 2 слота под гранатометы, 4 автопушки и ПВО 2 слота на ваш выбор. Ставлю здесь ОСУ 35К. И залоченный ТААТ 2 штуки, 5 РИМ-116 и 2 вертолета в разных слотах, что, кстати, очень полезно. И вам я расскажу чуть подробнее, чем именно. Здесь я поставил 2 ядерные ракеты, они же видеокарты, можно поставить булаву вместо них. И гранатомет, который стреляет управляемыми ракетами. Сейчас расскажу, почему именно так. Сам по себе корабль вы тоже увидите в бою. Он достаточно медленный и не шибко поворотливый. Но, в общем-то, с другой стороны, это типичный линкор. И здесь, наверное, сложно хотеть чего-то еще. Кстати, по характеристикам это самый маневренный линкор среди всех остальных. Итак, друзья, мы попадаем на карту Викинг Бэй, бухта викингов. Новая карта. Что у нас здесь в наличии? Есть и игроки, есть и не игроки. Ну, соответственно, думаю, что мы запустим первый вертолет. И еще раз говорю, фишка заключается в том, что у вас в наличии 2 вертолета. И даже если вы потеряете один из вертолетов, у вас всегда будет возможность запустить потом второй и дать какую-то дополнительную разведочку, если это будет необходимо. Итак, мы с вами движемся вперед. Сейчас обнаружим корабли противника. По идее, в принципе, не обязательно совершенно ломиться вперед. Корабль хорошо себя чувствует на дальнем бою, именно за счет наличия большого количества ракет и хорошего ГК. А оно хорошее тем, что очень здорово дамагает на дальние расстояния. Посмотрите, кстати, обратите ваше внимание, вертолет также стреляет по авиации. Ну что, мы дали засвет, можем, в принципе, верт наш возвращать и отправляться дальше уже в сторону кораблей противника. Наши все, в принципе, отправляются сюда. Мы, конечно, могли бы отправиться тоже в ту сторону, типа там подержать фланг и все такое, но какой-то прям необходимости, наверное, в этом нету. Так, я чуть поторопился с залпом, но, в принципе, нормально у меня получилось это сделать. Итак, посмотрите, что мне советовали наши зрители. Посоветовали запустить сначала вот этот вот гранатомет, который ракетомет. Им разряжаешь вражеские ловушки, а после этого уже даешь залпы с более мощных, там, с ядерных ракет и так далее. Такой вот интересный механизм. Сейчас попробуем попасть по противнику. Немножко отправили, немножко зарядили, в принципе, норм. И вот уже корабли противника сзади. Давайте попробуем по ним сейчас отстреляться. Можем себе это позволить? Можем, давай. Тац! Ой, хорошее попадание на 90 тысяч. Далее гражданину. Пока один вертолет у нас в воздухе, один
сидит на борту, отдыхает. Ну, в общем-то, да, здесь мы успешно справляемся. Остается только 3 корабля у противника. И давайте еще вот этому гражданину немножко вышлем приветов и попробуем еще раз попасть при помощи нашего главного. Посмотрите, как красиво заходят, да? По-моему, прям отлично. Сносим ракеты и даем еще залп ядерками в ту сторону, в том числе, да. По идее, должны неплохо залететь. Сбиваем ракеты, даем еще один залп с ГК. Да, отлично заходят ядерки здесь, но шансов у человека не так много остается. Он понимает и отходит назад. Поэтому все, с этим мы разобрались. Единственное, что сбить, получается, торпеду у нас нечем. Но, в общем, одну торпеду мы можем себе позволить. Ничего страшного. Понятное дело, что воевать против подводной лодки непростая задача, поэтому, возможно, вам понадобится поменять ваш набор вооружения, поставить чуть больше, может быть, римок, или же поставить гранатомет немножко другой. Думаю, что мы пока можем развлечь нашего товарища, который находится спереди, при помощи нашего замечательного вертолета. В принципе, зачем он нам здесь нужен? Я думаю, что мы его с удовольствием здесь используем, покуда наш корабль движется вперед. Да, мой дружок? Ждешь ли ты меня? Ох, наверняка ждешь. Был бы у меня здесь блюшарк, я бы по нему бы уже ракетами, конечно, наваливал вовсю. Но блюшарка у меня нет, и поэтому мы с вами будем наваливать по нему из пулеметов и всего такого. А, мы, кстати, можем сейчас дополнительно сбить верт. А ну-ка. Давай, этот вертолет не нужен тебе. Ну и отлично. Вертолет мы разобрали. Ну и, в принципе, я тут думаю, что ребята запинают сейчас последнего DDX. В принципе, шансов у него не так уж и много здесь остается. Давайте будем подводить итоги. Все-таки как нам удалось слетать в ту сторону. Да, DDX сейчас становится все хуже и хуже, и его все-таки уничтожает. Что мы наделали? 689 тысяч, 111 тысяч долларов мы получили. Это первое место. Хорошо, комфортно, с удовольствием мы с вами играем здесь. Давайте попробуем еще один боек, посмотрим, поменяем немножко схему вооружения, вдруг что-то изменится. Немножко поменял я вооружение, поставил 2 ракеты Брамос здесь и поменял гранатомет. Это даст мне, во-первых, возможность воевать против подлодок и каких-либо товарищей, которые захотят ко мне накидать мне торпеды. А во-вторых, даст чуть больше дальнего вооружения. Брамосы очень хорошо летят на дальние расстояния. Мне нравится эта ракета, она все 4 штуки и очень приятная. И плюс тому, что, как я уже говорил, наша артиллерия нас бережет, позволяет стрелять на очень большие расстояния и, в общем, делать это комфортно, без лишних забот и печалей. Отбрасываем и давайте посмотрим, чем и куда мы можем здесь пострелять. А вот я, кстати, вижу клиента. Попу клиента. Ну, нет. Сейчас попробуем, может быть... Да, немножко зацепил я ракеткой товарища. Давайте позбиваем вот этот домик. И получится у меня запустить ракету. Мне кажется, должно. Давай-ка. Да, по идее, должно сейчас зацепить его немножко. И полетели мои драгоценные ракеты. Ага. Отлично летят. Вот мне этим нравится, Брамосы, что они быстро заряжаются, их много, и они такие комфортненькие. Все, минус этот корабль. Дальше у нас есть еще один какой-то гражданин. Сейчас мы посмотрим. Лодка, да? Ну, лодка. С лодкой пока все непросто. Попробуем вот этого товарища в дырочку Ямато присунуть немножко. Получается у меня, ну, чуть-чуть мы ему запихиваем так. Понемножечку. Так. Давайте чуть-чуть подлодки еще накидаем. Вот так вот, детка. Так, отстреливается он по мне ракетами. Ямато мне просунул чуть-чуть.
Чуть-чуть. Давай. Не успеваю я от ракеты избавиться. Не попадаю уже. Сбивай ракеты, сбивай. О, мы ракеты сбили, кстати. Сбили ракеты, но и здесь уже не очень приятная ситуация. Сейчас меня будут со всех сторон разбирать, и наша задача накидать как можно больше урона. Вот, потому что, ну, видите, у меня уже здесь вариантов никаких особо нету. Да, сейчас нас будут любить сильно. Может быть, даже ногами союзники слились. И на этом, собственно, все. Ну, я, кстати, успел накидать еще 6 сотен. Так что более чем неплохо чувствую себя корабль. Может потанковать, может пострелять. Я лично кайфанул. А теперь маленький вопрос с приобретением. Друзья, обратите внимание на новый пропуск. Здесь он присутствует. Можно получить, кстати, хорошие призы. Новые флажочки и всякие камуфляжики, биты и все такое. Здесь вот есть такой раздел «Праздничные наборы». И можно открыть, посмотреть без скидки. Корабль стоит 100 евро, и на сайте тоже в том числе. Но можно получить скидку и сделать цену чуть, ну, около полтинника приблизительно, или даже, по-моему, 40, да, 38,99. Но есть один маленький косяк. Для региона, для России, для Беларуси, естественно, вследствие санкций, все это непросто, и, к сожалению, пока что купить корабль со скидкой не получается, только за полную цену. Но разработчики, возможно, до конца ивента что-то придумают. С 11 по 21 корабль продается в магазине. Но надеюсь, что сделать успеют. В общем, пишите, что вы думаете по поводу этого корабля. С вами сегодня Турямыч. Предлагайте новые сборки. А я прощаюсь, желаю вам побед в море и не только. Увидимся, до новых встреч и пока-пока.